Так, ну и что же тут у нас происходит? Собственно, наступило утро. Я умираю от голода. Ну и, в общем-то, на этом все. Больше ничего интересного. Армейская курточка. Высокого утепления аж. Ну, я возьму. Она побольше слотов имеет, побольше всего вот этого. Так что надо брать. Скорнячок. Шот поперло. Опять-таки не к добру. Не верю я в такие находки, что вот просто так на тебе бери. Да и в принципе у меня удача такая себе. Так что это может означать только одно, что я скоро сдохну. Еще медведь с бабками. Мне нужен второй медведь. Ну а чё не взять раздают? Вроде мыслю верно. О, кстати, только что было сообщение про милого мишку. А значится, они работают, получается. Хотя, возможно, это остаточное явление после того, как я подержал в руках. Ну, скорее всего, да. Это остаточек. Здесь у нас зомби, пойдем там. Еще и рестарт подъехал. Ну, хоть отопьюсь перед смертью. Что, плохо, что ли? Конечно, хорошо. Патрон. И, похоже, пришло время согреваться. А то тут меня заметили. Конечно, маленько не в том положении, чтобы вот так вот сидеть греться. Но почему бы и нет? Вроде никуда не торопимся. Ну что же можно сказать? Остается у меня буквально... Гоп. Эх, промок. Последняя надежда на вот эти домики. Ну и, наверное, чё? Двигать обратно в город, получается. К тому времени у меня уже останется примерно половина хп. Ну, плюс-минус. Все-таки от голода помираешь не так быстро. Ну и может там удастся что-то найти. А может быть и нет. Веревочка. Возьму. Уголек. Тоже возьму. Что это? Пинжак. Не возьму. Рвать не буду, некогда. Чё я с этой курткой таскаюсь? Ну, подумаешь, место. Честно говоря, место у меня сейчас не первоначальная задача. Если откисать буду, так я свою кому-нибудь отдам. Ну или сброшу просто. А так таскать... Не, только руки занимать. Не люблю, когда руки заняты. О, масочка. И где-то петух кричит. Ого. Так, кастетом нельзя. Кастет выбрасываем. Ну, наш ножичек нам поможет. И петуха бы, если честно, хотелось тоже забрать. Прям вот хотелось бы. Просто какая-то гребаная досада. По-моему, петух затих. Очень далеко я его оббегал, и, скорее всего, он пропал. Блин. Да, я его не вижу. Он бы мог спасти мне жизнь. А еще я бы мог спасти себе жизнь, если бы вовремя развел костер. Но побежал за петухом. Двойная досада.
Так, отогрелись, просушились и валим. Пока что у меня еще голод терпит. Ну, сколько терпит он? Минуты 2 он протерпит. А потом опять настанет тяжелое времечко. Тем не менее, возвращаюсь я в Черногорск. Ну и буду надеяться, что там повезет. Что-то валяется. Да возьми ты ее, господи. Это жизнь твоя лежит. Так. Ага. Бам. Ладненько. О, рубашечка. Но это на потом. Поздравьте меня. Еда пожелтела. Честно говоря, не думал, что когда-нибудь буду радоваться желтой еде. Обычно все прямо наоборот. Ну ладно. Ну, так или иначе, еду мне надо продолжать искать. Им свет пригодится. Ну и я нашел маску, значит, я смогу лутать зомбей. Смогу лутать мусорки. Будет немножко проще. Правда, вода у меня опять желтая, и с этим надо что-то делать. И тут у меня под дверью зомби. С рюкзачком, кстати. Шо тут? Дома не особо удобные. А я ее смогу заколбасить? Или огребу от нее по полной? Огреб. Что-то я перепутал кнопочку. Что-то вылез вирус. Что-то мне хреново. Ну, не знаю, скушаю что? Скушаю тетрик, хотя навряд ли это. Хотя нет. Похоже, что это заражение крови. Так что ем тетрик, во-первых. Конечно, то, что я протек. Петух. Ну ладно, буду знать, что теперь не бьет. Да ладно, ладно, тебе успокойся. Все не так уж плохо. Не так уж плохо, как могло бы быть. Немножко протек, и ладно. Что теперь? Что-то тебе как-то паршивенько, дружище. А не вторая ли у тебя стадия? Кстати, у меня же есть тестер. Ну, тут я сам виноват. Сам виноват, мог бы, в принципе, и выжить. Но ведь мне же не живется спокойно, правильно? А, у меня вирус Z, первая стадия. Патогены интоксикации, патогены сальмонеллы, патогены заражения крови. Ну и вирус Z, соответственно. Короче, набрал все, что можно. Ну, потом съем витаминочку. А пока я отправляюсь куда-нибудь туда. Навряд ли я найду антивирус, честно говоря. Потому как люди, которые фармят его, там ради продажи или вот ради вот этого вот всего, они складируют его у себя на базах. А сервер, в свою очередь, думает, что как бы
На карте до хрена его, зачем еще спавнить? Ну и, соответственно, он не спавнится. Так что фу такими быть. Используйте свои антивирусы, либо продавайте там их нуждающимся, я не знаю. Просто чтобы была возможность их найти. Вы прикиньте, что петух заспавнился опять в той же точке. Поэтому иду туда. Ой, как все моргает. Как мне это не нравится-то. Зато порез зажил. Так, ну и где ты? Укорекни еще разочек. Кстати. Таблеточка прошла, надо витаминку хряпнуть. Так, для поддержания иммунитета. Блин, вон он. И там зомби рядом с ним. Ну, конечно. И что мне делать? А там еще один прям сюда палит. Что нам делать, как нам быть? Либо надо, чтобы меня заметил зомбарь. Я его отгоняю куда-нибудь в сторону, каким-то макаром, не знаю. Ну и что-нибудь с этим делаю. Так. Ну, допустим. Что дальше? Дальше, пожалуй, я беру кувалду. Так, -1. Маска есть, перчатки есть. Обыскать. Пустой, конечно. Ну а чё ему полным-то быть? Что-то я не там пошел. Там уже второй типок нарисовался. Но он там был, типа, но... Короче, понятно. Так, так, так. Потихоньку, потихоньку. Вы думаете, я за ним? Нет. У меня план капкан. Петуха отгоняю. Так, хорош. Что у нас? Отверточка в ход идет. Снять шкуру и четвертовать. О, как пилит. Вот у нас косточки. Косточки это хорошо. Мясо. Так, что-то надо выкидывать. Фонарь. Значит, фонарь.
до сих пор не обзавелся рюкзаком. Обида. Кстати, если кто не понял, бабку я именно из-за рюкзака хотел бить. Ну, оружие стало слабее. Соответственно, и не убил. А может, и механику эту убрали. Бабуля. Здорово. Что это? Патрульные штанцы. Низкое утепление. Спасибо, не надо. Все, все, успокойся, успокойся. Оп. Ты шо, расстроился? Да ей не больно. Нифига себе какой. Д'Артаньян. Своим телом прикрыл. Так, психичка в минус, но это ничего, у нас есть медведи. Так, так, обыскать. Ну, дай пожрать, что ли. Антивирус уж я как бы не прошу. Понятно. Чё-то не отпускает меня эти новоселки, или это уже Черногорск, или что-то среднее. Не знаю, зачем штаны взял. Вообще неплохо бы каменных ножей наделать. А то как-то оно такое. О, лыжная маска еще одна. Возьму-ка я вот эту. Цвет хоть будет. Делаем-ка жаркое, пожалуй. Так, ну кости у меня есть. По-моему, отверткой, да, отверткой можно. Сделать можно будет крюки. Соответственно, у меня есть веревка и червяки, это рыбалка. Ну и с голодом у меня большой проблемы прям такой уж не будет. Кстати, он опять покраснел. Но у меня уже есть что похавать. И единственная проблема пока что это вирус первой стадии. Но, насколько я помню, если я опять-таки правильно это помню, он не смертельный. Не знаю, есть от него развитие какое-то событий или нет. По-моему, не было, если ничего не поменяли. Но если поменяли, то напишите. А то как бы будет обидно и неприятно. Вот такие вот дела. Ну а так все дороги лежат на отмель. Как-то я должен туда добраться. Как, вообще понятия не имею. Пустырничек, кстати. Надо брать, надо брать. Ну и шо? У нас тут по-прежнему вирус. Ну и по-прежнему хочется кушать. Поэтому надо, наверное, будет сейчас перекусить пока. Пока еще это дело у меня имеется. Оно горячее, наверное. Да, еще горячее. А я двигаюсь в новоселочке, что ли, опять. Кстати, наверное, на таком черно-белом варианте не очень заметно. Но графика у меня внезапно изменилась. Хотя я ее пока не стал выставлять на максимум. Но она уже значительно так поменялась. Я уже обновил железо, с чем меня можете поздравить. Ну и что? Помирать уже будет не грустно. Это факт. Каков вариант, что меня тут примут? Вообще такой вариант есть всегда. Но раз уж тут пусто, то почему бы и не зайти? Ай-яй-яй, как неприятно.
Неприятная штука это вирус, хоть по сути, ну вроде как, если ничего не поменялось, то от него не умирают. По крайней мере от первой стадии. Так, а вот это уже... Вот это уже плохо, заспавнился зомбак. Да что такое? Почему ты на картах тут не идешь? И он меня слышит. Слышит. А оружия, походу, тут нету, да? Так, магаз. Дигл. Дигла, конечно, у меня нет. Да у меня, по-моему, вообще оружия нету. Но магаз надо брать. Это все-таки, во-первых, патроны. Во-вторых, все-таки дигл. Может, найдется? Хотя вряд ли. Потаскаю мишку пока в руках. А раз уж он такой милый. 2 мента заспавнилось, но они довольно далеко, может и не услышат. Так что надо тут по-быренькому все досматривать и валить. На крышу, наверное, даже не пойду. Ну, вроде свалил, молясь. Уже неплохо. Так. Вот когда кровь мигает, на момент становится чуть-чуть красочнее игра. Цвета хоть какие-то появляются. Поприкольней. Не так грустно. Вот, кстати, вот сейчас вот, которые про лаги были, наверняка они на видео тоже будут видны, это уже не моя причина. Так как с моим железом Дейс в принципе лагать не может. Она установлена по всем правилам на SSD-шник, так что там ничего вот про это вот говорить не надо. Это лаги серверные. Надежные штаны для выживания. Что-то новенькое. Высокого утепления. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Слушай, а ничего так. Мне нравится. Где у него слоты? А вот, 36. Ну, пойдет, слушай. Мне нравится, вообще шикарно. Кстати, пора, по-моему, курочку есть. Можно пока тут задержаться. Так, ну вот я и перекусил. О, бинтик. Нормальный подгон. Смотреть. Ну, давай. Ничего. Короче, о чем хотел сказать. Зачем я бегу в эти вот новоселки? Или что это? Новоселки, да. По сути, только попить воды. Больше мне там вообще ничего не надо. Так, туда я не пойду. Потому как до колонки новоселок намного ближе, чем до колонки Черногорска. А вода у меня все-таки уже желтенькая. Так-то я обегаю новоселки кружочком и возвращаюсь в Черногорск, но уже не для лутания, хотя, скорее всего, придется это делать, потому что к тому времени хавка у меня опять закончится. И надо будет что-то решать. А чтобы двигаться к отмели мне надо. Надо мне. Вот что это вот опять такое было? Это не я, нет, не надо. Не надо, не надо, это не мои проблемы. Ой-ой-ой. Так. Так, что я говорил? То, что я отправляюсь там в электро и иду к отмели, только потому что там мне могут помочь. У меня вирус, мне надо противовирусные. И вот, собственно, за это время мне надо найти что-то ценное, чтобы обменяться. Надеюсь, у меня это получится. Иначе все было зря. Магазин на Дигл. Опять.
Что-то это как-то распространенная вещь, походу. Ну, либо мне так везет. О, медочек подошел. Но я пока есть его не буду. Он вроде как сушит. Так что я сначала отопьюсь. А вот потом уже и покушаем как следует. Ну вот, наконец, и колоночка. Сейчас сначала я отпиваюсь. Прям-таки до упора тары у меня нету никакой, да? Обидненько. Ну что ж, найдем, не проблема. Значит, сейчас отпиваюсь, отъедаюсь. Наверное, вот эти вот еще домики долутываю. И бегу в Черногорск. Наверное, даже побегу крюком, чтобы не забегать со стороны пожарки, а сразу куда-нибудь к порту. Пробегусь порт и оттуда направлюсь либо в Электру, либо в Пусту. Пока еще не решил. Так, вот я, собственно, отпился. Теперь что я хочу? Я хочу наломать палочек. Буду я это делать, ну, по старой традиции, без перчаток. И что я еще хочу? Я хочу согреться, высушиться, переждать эту гребаную метель и уже валить отсюда. Вот, в принципе, все, что я хочу. Еще эта психичка долбит из-за болезни. Нафига я к тому зомбарю полез? Ну, мало мне было приключений. Что поделать? Есть тут хоть печка-то какая-то? Походу нет. Побежали в другой дом. Кстати, оказалось, что мед не сушит. Расход воды тот же самый. А вот калорий он дает очень хорошо. Ну что же, я высушился, стратил последнюю спичку на костер. Теперь мне надо делать розжиги самостоятельно. Тепловой бонус я получил, а вот метель все никак не заканчивается. Но надо идти. Надо идти, потому что голод, он такой. Он ждать не будет. Кстати, что я вспомнил? Я же нашел карабин. И у меня 2 магазина дигловских с патронами на этот карабин. И, конечно, я хоть и слышу коров, но я не пойду к ним, не буду их убивать. Потому что, сами понимаете, без навыка это дело такое. Пустая трата, короче, патронов, времени. Ну и всего, в общем. Опа, консервный ножик. Может и пригодится. Мало ли. Деревце. Может и пригодится. Мало ли. Отмычка. Надо взять. А вдруг? Вдруг airdrop. Теперь-то я знаю, что на нем взорваться можно. Буду аккуратней. Хотя я опять не перечитал вот эти вот все правила. Вдруг что-то поменялось. Но, скорее всего, до 1.15 патча ничего не изменится. Кстати, если кто не видел, выпустил я такой маленький обзорчик на этот патч. Ну и в конце там бонусом чуть-чуть рассказал про уже старые механики. А точнее, про такие... как бы их назвать-то? Можно назвать типа сейф-зоны на статичных военках. Вот этих вот новых кораблей Павлова. Где можно спрятаться в случае, если у вас с противогазом случилась беда. Так что, если не смотрите, заходите, посмотрите. Может быть, даже лайк поставите. Я не против совершенно. Ну и ссылочка для перехода на видео я, если не забуду, оставлю вот где-нибудь тут сверху. Так что заглядывайте. О! Еще банка меда. Так.
Не, ну я все понимаю, конечно, спасибо. Туда-сюда. А что мне с этим делать? Вот плохо рюкзак до сих пор не нашел. Как-то мне надо это трамбовать, трамбовать. Вот как-то вот так вот, наверное, что ли. Что, вот так вот, да? Ну вот так оно как-то поинтереснее выглядит. И мишку в лапы. Чтоб меня психичка сильно не била. А то переживает он, что больной. Прям жалко становится. Ну ничего, поправится. Я сегодня позитивно настроен. Дух боевой. Так что прорвемся. Чё? Батареечка. Батареечка нам надо. В рацию, что ли, пока пихнуть? Чтоб место не занимало. Или рацию выкинуть. Не, ну выкинуть-то я всегда успею. А вот потом как ее найти? Вот это другой вопрос. Хотя тот же квест есть. Но его надо делать. Короче, пусть пока будет. Магазинчик на Глок подъехал, надо брать. У меня же точно пестика не было. Ну да, не было. Откуда он у меня? Правильно, ниоткуда. О, балаклавка. А я сюда даже и заходить не думал. И хотел, не думал. А и зря. Теперь удобненько будет. Ладно, хорошо, что заглянул. Колючая проволочка. Ну, тут сам Бог велел делать этот, как его? Селок. О, вспомнил. Чё там она? Одна палка, две палки? Одна. Хорошо. Живем. А то я уже мед подъел весь. Вот же ходит, а. Прям под боком. От нее, если только на кран. Прыгать как-то не больно хочется. Хотя, вроде и так пройдем. Нормально. О, еще один клиент. А вы что тут забыли? Чего вас так много-то тут стало? Никогда же не было. Да ёп. Вы чё? Вы новые земли обживаете, что ли? Или чё, я понять не могу. Добраться бы до сарайчика, а там уж как-нибудь бы... Как-нибудь бы что-нибудь бы. И почесал туда. Красавчик вообще. Угу. Ясно. Поняв, приняв. Тут еще один. Как бы бежать не пришлось. А походу придется. Блин, я прям под него иду, а? Походу прямо чесать. Минус сарайка. Хорошо, если пропустят. Так, ну для начала мне бы неплохо найти какой-нибудь мешок. Типа рюкзака. То вещи мне уже складывать некуда. А хотелось бы. И вот пока я рядом с камнями, еще хотелось бы мне ножичков наделать. Которые, кстати, ложить тоже некуда. Ну и все. Задумал я одно дельце хитрое. Ща я, значит, тут поставлю селочек. Пробегусь вот эти вот все вагончики. И вернусь за ним. Я надеюсь, расстояния и времени хватит. Ну и как-то вот так вот, что ли, уж. Уж-то хочется. Что-то с этим делать надо. У меня как раз червячки есть.
Вот сюда вот его воткну прямо. И червячком заряжу. 15 минут до рестарта. Короче, у меня 10 минут. О! Деревянное цевье. Пока что единственное, что я тут нашел. Все контейнеры пустые, прям вообще все. Беда. Ну что, забегаю тогда в этот сарайчик и бегу уже к селку. Прошло минут 12. Хотя, конечно, этого времени может быть и недостаточно. Туда уже не пойду. Если меня закроют здесь, то это все. Это, скорее всего, минус селок. Я не уверен, что он останется здесь после рестарта. А терять как-то его не хочется. Так что надо бежать. Блин, никто не попался. Ну ладно. Хорошо, хоть селок не тронутый. Придется ждать рестарта, уже он через минутку. Сделать, пожалуй, себе каменный ножичек. Ну и отправляться на колонку пригородков. Он буквально за портом находится. Там отпиваться и двигать. Что делать? Придется.